Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего мая месяца и будем говорить о центральной части Украины. Точнее, это будет 5 крупных областных городов-центров. Подумайте только, это город Киев, это город Житомир, это город Винница, это город Черкасы и город Крапивницкий, бывший Кировоград. То есть такой большой объем информации я постараюсь изложить вам в течение не больше 30-35 минут. Итак, с помощью статистических данных, не голословно, мы разберемся, что произошло в краткосрочных процессах, то есть период исследования будет у нас апрель с маем, будем сравнивать, и, конечно же, будем говорить о тенденциях, но это уже ближе к концу видео, где мы сравним май месяц 2026 года с маем месяцем 2025 года. Подводя итоги с цифрами, я сделаю, уже, друзья, краткосрочный прогноз о том, что произойдет с недвижимостью до конца второго квартала, который, собственно говоря, заканчивается буквально через пару дней. То есть этот прогноз, я думаю, что будет актуален и на июль месяц в том числе, и, скорее всего, на август. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Постараемся совместно с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, начинаем с того, что будем говорить о краткосрочных процессах длиною в 1 месяц, период сравнения апрель-май 2026 год. Перед вами карта центральной части Украины, центральный регион. Мне многие пишут, откуда ты взял это деление по регионам. Друзья, ну, если вы не знаете, то, в общем-то, читайте книжки. Я понимаю, что сейчас книги не в почете, но еще при Советском Союзе русские ученые поделили, так сказать, весь Советский Союз на региональные экономические зоны. Это было сделано только лишь для того, чтобы получать, в общем-то, адекватную статистику о процессах, которые происходили в экономике. Ну, страна большая была тогда, поэтому сравнивать, условно говоря, город Киев и город Львов, ну, наверное, это бессмысленно. Я уже не говорю о маленьких городах. Поэтому вот это региональное деление по территориально-экономическим зонам было достаточно давно введено, и оно позволяет действительно очень четко понимать, что происходит в центре Украины, на западе Украины, на востоке Украины и на юге Украины. Итого у нас 5 регионов, еще Донецкий и Приднепровский регион присутствует. Сейчас мы говорим о центральном регионе. Итак, начинаем с города Житомира, друзья. Ну, что могу вам сказать? Мы на примере, давайте, вот легенда карты под городом Житомир. Мы видим легенда карты, это основные, так сказать, характеристики, которые нам говорят о том, что произошло с недвижимостью. Конечно же, это цифры, статистические данные. Начнем с социального жилья, друзья. Социальное жилье мы видим 570 долларов за квадратный метр. Это самый большой класс рынка недвижимости, друзья, который эксплуатируется в Украине. Ну, вопрос частый, который мне задают, что такое социальное жилье? Там живут нищеброды. Друзья, для тех людей, которые пишут мне вот такие, как бы, ну, глупости, наверное, да, по-другому, как это называть? Весь жилой фонд Украины, друзья, состоит там, сейчас скажу точно, 85% из социального жилья. Это жилье, которое было построено за период Советского Союза для там, Западной Украины, там, еще до Советского Союза, то есть там центр, это и польские здания, и
Австро-Венгрия строила, ну и так далее. В городе Киеве, кстати, тоже достаточно много в историческом центре квартир, которые были построены как при царе-батюшке, так и при Сталине и так далее. Но это не повод, так сказать, говорить, что в этом социальном жилье живут... Ну, социальное жилье – это не царские квартиры, которые при царе строили. Это уже квартиры эконом по нашему классификатору. А социальное жилье – это период массовой индустриализации, когда, в общем-то, строили хрущевки, ну, быстро строили после войны, это 1954 год, практически до развала Советского Союза, вот это все социальное жилье. Ну, затянул немного, но, надеюсь, ответил очередной раз на данный вопрос. Мы видим, что данное жилье подешевело за месяц незначительно, друзья, на 0,18%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс – это также, друзья, вторичный рынок. Видим, что стоимость здесь $743 за квадратный метр. И подорожала данная недвижимость на 0,68% за месяц. Переходя к первичному рынку недвижимости, квартиры эконом-класс, мы видим, что данное жилье подорожало на 0,89%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 0,59%. Друзья, сразу же, подводя итоги в целом по городу, мы видим, что только социальное жилье, и то впервые, а точнее у нас апрель-май месяц, мы видим снижение. Все остальные сегменты и классы показывают динамику роста. То есть, так как, в общем-то, город Житомир находится в центральной части Украины, и вполне там бюджетная аренда, если в аренду снимать квартиры, также для приобретения вполне бюджетные деньги, квартиры недорогие, ну, в абсолютных цифрах вы можете посмотреть и сравнить, то, друзья, я все-таки предполагаю, что стоимость квадратного метра будет продолжать незначительно, но расти. Наперед скажу, что аренда, друзья, растет не только в городе Житомире, но и во всех крупных областных городах-центрах, о которых мы будем дальше говорить. Следующий город, друзья, город Киев. Здесь мы видим, да, по городу Житомиру забыл сказать население, но прочитайте сами, уже повторяться не буду. Население в городе Киеве довоенное, друзья, официальная статистика 2 миллиона 950 тысяч человек. Сейчас я предполагаю, хотя уже почти 9 месяцев не живу в Киеве, что ну, больше 3 миллионов это, наверное, точно. Когда я уезжал в ноябре прошлого года, то, в общем-то, по моему ощущению, людей было очень много. Это внутренние переселенцы, и по номерам это видно машин, и по людям, которые на улицах, и в общественном транспорте. Ну, то есть это визуально очень даже хорошо видно. Поэтому напишите мне, киевляне, сколько, по-вашему, на сегодняшний день в городе Киеве. Я думаю, что 3,5 миллиона присутствует. Дальше, почему это мне важно? Ну, потому что, во-первых, в квартирах живут люди. Нет, так сказать, людей, ну, тогда и квартиры не нужны. Поэтому это очень важный маркер, который мне хотелось бы знать. Официальной статистики уже давно нет и не будет, поэтому только по факту люди, которые живут в том или ином населенном пункте, могут, так сказать, визуально определить, больше или меньше людей проживает. Дальше, друзья, количество предложений, которые попали в поле зрения моей компании Alim Consulting. Напомню вам, что это всего лишь предложение. Я имею авторское право, также имею патент. Это программное обеспечение Olymp News, с помощью которого я собираю все, так сказать, предложения во всей паутине интернета. Это не только Украина, но и Кипр, ну и так далее. Так вот, я работаю, друзья, в отличие от операторов рынка, которые риэлторы себя называют так, да, работаю с большими цифрами. И поэтому у меня более точные сведения и данные, потому что опираюсь, опять же, на огромные массивы статистических данных. В качестве примера, количество предложений, которые были выставлены в мае месяце, это первичный, вторичный рынок, 66 500 объектов жилой недвижимости. Только подумайте, какая большая выборка. То есть это выборка репрезентативная. Также
она однородна, так как я применяю научную методологию в своих исследованиях, это метод классификации. Вы все это видите, и сейчас мы будем об этом говорить. Также видим, что на 1 почти процент желающих продать квартиры в Киеве стало больше в мае месяце, сравнивая с апрелем месяцем. Но это традиционно на протяжении уже почти 4 лет войны, медленно, уверенно, так сказать, количество желающих продать увеличивается, количество покупателей уменьшается. Переходим к следующим показателям, которые характеризуют стоимость квадратного метра. Буду говорить только в процентном соотношении. Социальное жилье подорожало 0,19%. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс – это все вторичный рынок, друзья. Здесь мы видим незначительную динамику снижения, минус 0,20%. Напомню вам, что впервые стоимость квадратного метра как социального жилья начала у нас с февраля месяца показывать отрицательную динамику, но вот это колебательные процессы длиной в 1 месяц, опять небольшой рост. Скорее всего, в июне будет снижение, а вот все остальные классы рынка недвижимости в городе Киеве показывают отрицательную динамику. То есть, друзья, при таком рынке, когда количество предложений больше, чем желающих купить, несмотря на то, что присутствуют государственные программы и так далее, о которых, в общем-то, дуют щеки, рассказывают риэлторы, что все там у них растет в стоимости, не оперируя цифрами какими-то, я могу вам сказать, что город Киев по стоимости квадратного метра, в общем-то, ну, он Львов только догнал город Киев. На момент войны, когда экономика разрушается, желающих купить все меньше, то есть люди, которые могут уехать со страны, они уезжают, это очевидные вещи. Я сам такой, да зачем покупать в городе Киеве, когда в любой момент может на голову бомба упасть. Поэтому, друзья, я предполагаю все-таки, что снижение стоимости квадратного метра будет до конца 2026 года в городе Киеве. Но посмотрим. Итак, эконом-комфорт, бизнес-класс минус 0,20%. Аренда, друзья, выросла. Это долгосрочная аренда. Мы говорим и сравниваем не месяц к месяцу, а уже 4-й квартал 2025 года с 1-м кварталом 2026 года. Здесь мы видим снижение незначительное 1,75%. А я сказал, по-моему, выросла, да? Извините, по-моему, я сказал, выросла стоимость. Снижение незначительное за квартал. Мы видим, что в городе Киеве реально весь 2025-2024, где-то с середины года 2024 года стоимость аренды росла. И росла как на дрожжах. А вот сейчас мы видим, что, в общем-то, все вот эти процессы, которые мы наблюдаем, они рынок регулируют. Ну, был такой знаменитый экономист, помните, Адам Смит, который говорил о руке рынка. Так вот, когда количество предложений больше на рынке, а покупателей меньше, естественно, рынок, как гласит молва, регулирует сам себя, то есть снижается стоимость как недвижимости при продажах, так и аренда также незначительно снижается. Надеюсь, это те процессы, которые будут продолжаться в течение целого года, то есть это уже будут тенденции. Сейчас мы говорим о колебательных процессах. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класса, снижение минус 0,24% за год, за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,12% также за месяц. Ну и первичный рынок элитный класс, снижение минус 0,07% за месяц, друзья. Итак, подводя итоги, мы видим, что по всем сегментам рынка недвижимости, по всем классам, за исключением самого большого класса социальное жилье, увидели отрицательную динамику, то есть снижение стоимости квадратного метра. Напомню вам, за исключением социального жилья. Город Житомир, друзья, о котором мы говорили, показал наоборот снижение социального жилья незначительно за месяц. Все остальные сегменты и классы показали динамику роста. Переходим к городу Черкассы. Друзья, население 279 тысяч, но опять же, по моим предположениям, здесь сейчас проживает порядка, наверное, 450, может даже и 500 тысяч. То есть население, внутренняя миграция, город достаточно спокойный с точки зрения
так сказать, обстрелов. Ну, хотя это условно, да, сейчас, наверное, нигде не спокойно, но центральная Украина и, в общем-то, город Черкассы один из немногих центральной Украины, где достаточно спокойно. Недорогая недвижимость в аренде, при продаже, при покупке также она недорогая. Именно с этим и связано, как мне кажется, увеличение здесь количества населения до 450, наверное, тысяч. Кто живет в Черкасах, напишите, может быть, я ошибаюсь. Но статистика по стоимости квадратного метра нам говорит о следующем. Ну, во-первых, количество предложений мы видим увеличилось на 4,4%, желающих продать традиционно больше, чем желающих купить. А вот социальное жилье, вторичный рынок, подорожало на 0,49%. Это колебательные процессы. Еще раз напомню, город Черкассы все-таки это центральная Украина, и здесь это можно объяснить тем, что и количество людей повысилось, хотя мы видим, что и количество предложений это, в общем, тоже на самом деле растет. Итак, эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок плюс 0,66%, первичный рынок квартиры эконом-класса рост плюс 0,44%, ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс плюс 0,62%. То есть город Черкассы, это третий город большой областной, который мы с вами сейчас проговорили, показывает абсолютную динамику роста по всем сегментам рынка недвижимости и по всем классам. Дальше, друзья, смотрим город Крапивницкий. Он также относится к центральной части Украины. Население 226 тысяч, но он уже ближе, получается, это у нас вверху, что север, внизу юг, это восточная часть, да, ближе к восточной части. А как мы знаем, что вот здесь уже начинается там регион, который называется Донецко-Приднепровский регион, где, собственно говоря, разворачиваются основные сражения на полях, так сказать, бескрайных полях, как города Запорожской области, да, так Днепропетровской области, ну, город Донецк или Донецкий регион и также Луганская область, там уже как бы все понятно, ну, приблизительно плюс-минус. Так вот, друзья, Крапивницкий, что мы видим? Население 226 тысяч, довоенное. Я все-таки предполагаю, что в силу того, что, опять же, здесь ну, бюджетное жилье, как и в аренде, так и в продажах, и здесь, наверное, население сейчас чуть побольше. То есть я думаю, что порядка, наверное, 300 тысяч здесь проживает. Напишите, кто с города Крапивницкого меня смотрит. Количество предложений традиционно выросло до 1,7%, то есть больше квартир выставлено для продажи 7580, в отличие от апреля месяца. То есть традиционно, почему называют желающих продать больше, чем желающих купить? Хотя стоимость квадратного метра растет по всем сегментам, как на первичном, на вторичном рынке, так и по всем классам. Об этом мы сейчас и проговорим. Социальное жилье выросло на 0,37% за месяц. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это также, друзья, у нас вторичный рынок. Рост плюс 0,77% за месяц. Ну и переходя к первичному рынку, мы видим, что динамика роста также присутствует. Плюс 0,41% за месяц. И первичный рынок комфорт бизнес-класс также вырос на 0,29%. Итак, город Черкассы и город Крапивницкий, друзья, относительно спокойные города с точки зрения обстрелов, каких-то военных вот этих действий, да, и, возможно, с этим связано, что растет стоимость квадратного метра в этих двух городах по всем сегментам и по всем классам рынка недвижимости. Город Винница, друзья, ну это вот прям совсем вот центральная часть Украины. Это город традиционно меньше всего подвергался обстрелам. Ну, традиционно на протяжении 4 лет, война идет уже там 4 года и несколько месяцев, да, просто я наблюдаю за ситуацией и вижу, что действительно Винница такая, ну, относительно спокойный город. Возможно, с этим также растет стоимость квадратного метра. Итак, начинаем с населения. 370 тысяч. Я думаю, что в Виннице сейчас людей больше живет. Думаю, что 450. Кто смотрит? Тысяч.
Кто смотрит меня с Винницы, напишите, пожалуйста, визуально, как выглядит. Больше людей до войны было или меньше? То есть вы это четко можете фиксировать, как я это делал, когда жил в Украине, в городе Киеве. Количество предложений, друзья, выросло на 0,8% и составило 12 150 объектов жилой недвижимости. Если я не ошибаюсь, это по количеству предложений второй город в центральной части Украины, который где-то много выставляется на продажу недвижимости. То есть первый это Киев, дальше это город Винница. Социальное жилье значит, подорожало на 0,30%. Это вторичный рынок. Эконом-комфорт бизнес-класс, друзья, также недвижимость подорожала на 0,25%. Ну и переходя к первичному рынку, мы видим ту же самую положительную динамику роста. Квартиры эконом-класса подорожали на 0,19%. Напомню вам, друзья, первичный рынок – это квартиры, не сданные в эксплуатацию, чтобы вы просто четко понимали. Вторичный рынок – это квартиры, которые эксплуатируются, а первичный рынок – это всего лишь будущий квадратный метр, где инвесторы, в общем-то, на основании инвестиционных договоров платят компаниям-застройщикам. Ну и не факт, что застройщики эту недвижимость еще и построят и сдадут. Но так иначе рынок этот есть, чтобы вы просто, опять же, ориентировались правильно, что такое первичный рынок и вторичный. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 0,22%. Итак, друзья, теперь сводные данные в целом по региону на примере. Мы же говорили, что будем подводить итоги, что произошло в краткосрочных, так сказать, процессах, колебательные процессы длиной 1 месяц. Итак, Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Крапивницкий. Внизу табличка, экселевские данные на примере класс социальное жилье. Город Киев, 1057 долларов за квадратный метр. Это самый дорогой город в Украине. Сейчас его догнал только город Львов. То есть самая дорогая недвижимость. Но я имею в виду недвижимость, и, соответственно, уровень жизни здесь достаточно, дорогой. Аренда дорогая и все остальное, и продукты дороже. Итак, мы видим, что за месяц что произошло? Рост стоимости составил у нас... Нет, друзья, извините, вот видите, я сейчас перешел, да, вот здесь ничего не поменялось, кроме вот этих экселевских данных. Итак, мы видим, что за месяц рост незначительный в городе Киеве, всего лишь 0,19%. И то это, как я говорил, с февраля месяца мы видели снижение стоимости данного класса, а это с какого-то перепугу рост был зафиксирован в мае месяце. Итак, город Винница, 670 долларов за квадратный метр, рост незначительный за месяц 0,30%. Город Житомир, 570 долларов за квадратный метр, и здесь динамика снижения. Уже 2 месяца мы это наблюдаем, 0,18%. Город Черкассы, это 616 долларов за квадратный метр. Рост составил за месяц 0,49%. И город Крапивницкий, 538 долларов за квадратный метр. Рост плюс 0,37%. Друзья, подводя итоги, вот это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. В целом по региону это 690 долларов стоимость квадратного метра центральной части Украины, что показало за месяц динамику незначительного роста всего лишь плюс 0,23%. Также индекс положительный, единичка, запятая 0,02. Ну и следующий, друзья, слайд. Здесь ничего не поменялось вверху. Мы видим ту же самую карту, где, так сказать, колебательные процессы мы с вами проговорили. А внизу это уже то, что произошло на примере социальное жилье с недвижимостью за 1 год. Период сравнения мы видим май месяц 2026 год с маем 2025 года. Итак, друзья, повторяться по стоимости квадратного метра не буду, а пройдемся только что за год. В городе Киеве данный класс жилья подорожал на 0,34%. Кто меня смотрит, друзья, тот вспомнит, что в январе месяце, в начале года, это было порядка 5% рост. То есть мы видим медленно и уверенно
в течение года снижение стоимости квадратного метра. Пока это еще положительная динамика, сравнивая год с годом. Но я так думаю, что город Киев будет показывать нам динамику снижения до конца года. Рынок по стоимости перегрет. И, в общем-то, даже если количество людей много, то в основном сдают, люди снимают в аренду, а купить сейчас, ну, реально дорогая недвижимость. В городе Киеве для военного времени это, ну, не каждый себе может позволить. Город Винница, друзья, за год рост 6,35%. Индекс положительный, единичка 0,63. Мы видим, что, в общем-то, так себя ведет рынок недвижимости. Не на 20% дорожает, не снижается на 40%, как мне любят писать риэлторы, а вполне ведет себя адекватно. Почему? Еще раз напомню, рынок недвижимости, мы говорим сейчас о вторичном рынке, именно вторичный рынок, это не спекулятивный рынок. Почему? Там живут люди. И продать квартиру для того, чтобы что? Вопрос, да? Поэтому и квартиры продаются в случае, если семья расходится и там приобретает взамен какие-то квартиры, или же улучшают жилую площадь, или же продают квартиру и уезжают из страны. То есть, ну, вот как минимум три варианта, которые я посчитал. Да. Поэтому не может рынок недвижимости расти темпами и снижаться в 20, в 30, в 40%, как об этом любят говорить риэлторы, зачастую сравнивая его с фондовым рынком. Так не бывает. Фондовый рынок – это спекулятивный действительно рынок. Город Житомир, друзья, также подорожал за год на 6,94%, на 7%. И еще раз повторюсь, уже 2 месяца мы видим отрицательную динамику снижения. Я надеюсь, что город Житомир достиг пика по стоимости, и дальше мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. Видим, что индекс положительный, единичка, запятая 0,69. Город Черкассы, друзья, рост 10,20%. Это самый, так сказать, большой рост в целом регионе в течение года. Это город Черкассы. Ну, если вы посмотрите, и стоимость квадратного метра подросла здесь значительно. Индекс положительный, единичка, запятая 1,02. Ну и город Крапивницкий за год подорожал, это социальное жилье, на 8,25%, индекс положительный, единичка 0,82. Подводя итоги, друзья, а мы уже подошли к тому, что подводим итоги, видим, что среднее арифметическое число в целом по не городу, а центральному региону, куда входят Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Крапивницкий, социальное жилье, это класс, напомню вам, $690, что показало в течение года рост всего лишь 5,79% в годовом измерении. Индекс положительный, единичка, запятая 0,58. Друзья, немного в конце саморекламы. Я и компания Олимп Консалтинг на протяжении многих лет готовим для крупных украинских банков, иностранных банков, которые работают на территории Украины, индексы. И на примере класс социальное жилье, как по каждому городу, так и в целом по региону, я показываю вам эти индексы. Что такое индекс недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. На примере данного класса целого региона я вам это показываю. Считается он очень просто, если у вас есть статистические данные. Показываю 690, как он считается, делим на 652, получаем или же в процентном соотношении рост в целом по региону 5,79%. Ну или же, конечно, положительный индекс единичка, запятая 0,58. Итак, друзья, я знаю, меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, по риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине, друзья, поверьте мне, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Синергия наших знаний, в общем-то, поможет и вам в вашем сложном бизнесе, и мне дальше
работать, развиваться, заниматься наукой. Ну и также развиваться компания Olymp Consulting. Для того, чтобы меня найти, вы можете посмотреть в описании канала, есть Viber телефончик, там 2 телефона кипрские и киевстаровские, по-любому можем созвониться, списаться, как удобно вам будет. И, конечно же, друзья, работа начинается с технического задания, составим техническое задание по всему портфелю вашего финансового учреждения, то есть мы говорим сейчас исключительно о недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые ресурсы. И еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду раз в квартал показывать вам, как меняется стоимость недвижимости, всей недвижимости, которая находится в портфеле вашего банка. И вы будете видеть, в общем-то, все риски, да, потому что изменение стоимости недвижимости во времени – это объективные процессы. И на примере целого региона я вам показал, как я это делаю. Друзья, итак, переходим к прогнозам. Прогнозы. Что будет происходить? Ну, давайте так уже со вторым полугодием, вернее, со вторым кварталом понятно. Здесь в целом по региону динамика роста где-то порядка будет 5%, да. А вот что будет происходить? Ну, давайте возьмем еще один квартал, да, то есть до сентября месяца. До сентября месяца, друзья, я предполагаю, что город Киев будет показывать на примере вот этой таблички нам снижение стоимости по 0,5%, я думаю, каждый месяц. То есть, ну, где-то, может быть, будет динамика незначительного роста до 1%, вернее, не до 1%, а где-то, ну, 0,5% в сентябре, я предполагаю. Будет еще оставаться положительная динамика. Ну и Винница, Житомир, Черкассы, Крапивницкий. Здесь, я так думаю, что будет незначительная динамика роста. Тут есть куда расти. В общем-то, это будет также, наверное, по 0,5%, может меньше в месяц. Итого мы должны увидеть, что к концу сентября 2026 года на рынке недвижимости, по сути дела, за счет того, что Киев будет показывать снижение стоимости, все остальные города незначительный рост, порядка также будет, наверное, 4,5% в целом по региону динамика роста. Но в целом, еще раз повторюсь, друзья, я все-таки предполагаю, что недвижимость будет, так сказать, подвергаться процессам, которые, в общем-то, давайте я сейчас закрою показ. Процессам, которые происходят и в экономике Украины. То есть, а экономика Украины – это официальная статистика, это упрямая вещь. Макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики, они в ужасном состоянии, вы это можете сами все увидеть. Все это есть в открытом доступе на сайте службы статистики Украины. С учетом того, что рынок недвижимости является сегментом экономики, в данном случае мы говорим о центральной части Украины, то есть это, еще раз повторюсь, официальная статистика, ее можно увидеть, то если в экономике все плохо, то, конечно же, друзья, и с рынком недвижимости мы будем наблюдать те же самые процессы. Но с лагом по времени, с задержкой определенной, наверное, там, не знаю, полгода там. То есть я все-таки предполагаю, что за городом Киевом и все остальные города начнут показывать снижение, но это уже будет к концу года, друзья. Это уже будет, скорее всего, 4-й квартал. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен и надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. Не забудьте, друзья, подписаться, поставить лайк, ну или дизлайк. И, конечно же, до встречи в следующих моих видеороликах.